Сегодня мы постараемся воссоздать нашумевшую кинетическую скульптуру японского дизайнера. Сотни деталей, полмесяца непрерывной работы, и все это в одном коротком ролике. Приятного просмотра. Эта история началась с того, что в группе LaserCut я наткнулся на очень крутую работу японского дизайнера Роса Максуини. Конечно же, ссылку на его инстаграм, как на первоисточник, я оставлю в описании. А правильно, эта штука называется кинетическая скульптура. Я прям очень загорелся этой идеей и поинтересовался, нет ли у ребят из LaserCut макета этой скульптуры, на что мне ответили, что нет, но без проблем готовы ее сделать, если мы воплотим ее в жизнь. И они это сделали. Большое им спасибо. Ссылку на их группу также оставляю в описании. В их группе вы найдете не только уникальные макеты и примеры работ со всего мира, но и обучающие видео по ЧПУ станкам, а также получите грамотную консультацию инженеров по настройке и эксплуатации вашего оборудования. Поэтому, если вам интересны ЧПУ технологии и творчество, то вам точно в эту группу. Как вы поняли, пока я договаривался и вставлял все нужные ссылки, Андрей уже подготовил материал. Для контраста мы будем использовать мореный и простой дуб. Следующим этапом при помощи ЧПУ станка делаем все элементы пазла. Не буду максимально вдаваться в подробности, думаю, что все в итоге будет понятно наглядно. Да и к тому же я толком не знаю, как правильно называются все эти штуки. Знаю только, что их очень много. Все эти кругляши немного не дорезаем, а затем при помощи калибровально-шлифовального станка освобождаем их из своих мест. Для того, чтобы сымитировать водную гладь, нам предстоит сделать 39 одинаковых реечек. Сперва подготавливаем бруски, а затем из одного бруска делаем 4 рейки при помощи ленточной пилы. И так много-много раз. А затем всю эту пачку снова прогоняем через рейсмус, для того, чтобы задать им идеально одинаковый размер. Для создания имитации волн делается хитрая конструкция. Ее детали вы и видите на экране. В результате после сборки у нас получится интересная и очень залипательная конструкция, с которой сравниться сможет разве что игрушка под названием Raid Shadow Legends, которая является постоянным спонсором нашего канала. Вообще я знаю, о чем говорю, так как сам играю и советую вам ее уже больше года. В игре 500 чемпионов, каждый из которых имеет собственную схему для персонального развития навыков. Это дает буквально триллионы способов компоновки ваших команд и бесконечное количество стратегий. К тому же Raid доступен как на мобилке, так и на ПК. Игра абсолютно бесплатная, а в прошлом месяце в Raid вышло самое большое обновление за всю историю. Главное событие здесь — Роковая башня. Это гигантская башня со 120 этажами уровней, множеством секретных комнат и испытаний и 12 серьезными крутыми боссами, с которыми предстоит сразиться. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать 250 инсталлов. За прогрессом скачивания вы сможете наблюдать в режиме реального времени в описании под видео. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходите в описание под видео, качайте Raid только по моим ссылкам, и в качестве нового игрока получи 1 день ускоренной прокачки, запас энергии, древний осколок, 50 рубинов, а также крутого чемпиона Вала в качестве бонуса. Удачи и жду тебя в Raid. Когда все элементы высохли после склейки, шлифуем их и убираем все лишнее. Для основы мы взяли сосновый щит, так как его функция — это исключительно подставка. Распиливаем его в размер и особо не заостряем на этом внимание. Для того, чтобы вся конструкция функционировала и двигалась, вырезаем шестеренки, которые заставят двигаться валы, а они в свою очередь все остальное, в том числе и рыб, которых мы вырезаем на лазерном станке, им же и делаем гравировку. И так с двух сторон.
Ну и наконец сборка. Очень кропотливая работа. Вообще на этот проект у нас ушло больше 2 недель ежедневной работы. Причем основной файл был сделан ребятами из LaserCut. К сожалению, знаю, что такие проекты не особо заходят на YouTube, но очень хотелось его сделать и поделиться с вами. Поэтому, если результат вам понравится и будет желание, огромная просьба помочь с распространением этого ролика. Лайк, комментарий и поделиться им где угодно. Это очень поможет в продвижении. Вообще, изначально это изделие как отсылка к легенде о карпах кои. Карп кои – японская золотая рыбка. Карпы плывут против течения, поэтому эта рыбка олицетворяет упорство и силу. В целом, символ кои означает борьбу, силу воли, преодоление трудностей и достижение целей. Поэтому кои воспринимаются в Японии как мужской символ. Ну а 2-недельное упорство Андрея потихоньку выливается вот в такую конструкцию. Конечно же, для полного фэншуя по волнам должна плавать лодочка. Ее мы и делаем. Когда вся конструкция собрана, покрываем ее универсальным твердым маслом. Теперь рисунок дерева становится более фактурным и насыщенным, ну и конечно же защищенным. Спасибо вам за просмотр и добра от топора.